Всем привет! Новый год уже прошел, но у меня осталось по-прежнему новогоднее настроение. Поэтому сегодня я подобрал 3 новогодних блюда из мультиков, которые мы приготовим. Поехали! Какие игры вы ждете в 2020 году? Я жду Астелию. Здесь ты не остаешься один, с тобой всегда твои воины Астелы. А вместе с друзьями можно собрать целую армию. Астелия скоро запустится. Регистрируйтесь по ссылке в описании, и вы получите крутой бонус на старте. Первый мультик — это Гринч. В мультике он делает целый поднос спагетти с тефтелями и соусом. Попытаемся сделать максимально похоже. Начнем с тефтелей. Открываем рис и отмеряем полный стакан. Пересыпаем в кастрюлю. А также выливаем сверху 2 стакана воды. Ставим на огонь и варим почти до готовности. Следующее — это лук и чеснок. Очищаем 2 луковицы. И нарезаем максимально мелким кубиком. Лук сделайте в теле более сочными. Отделяем 1 зубчик чеснока. Раздавливаем и тоже мелко нарезаем. И самое главное в тефтелях — это фарш. Мы возьмем говяжий, открываем его и отправляем в кастрюлю с рисом. Сверху засыпаем лук и чеснок. Разбиваем 1 яйцо. Свежемолотый перец, паприка и соль. Замешиваем руками, пока все не станет однородным. Берем тарелку и насыпаем в нее любую муку. У нас кукурузная. Берем немного фарша и скатываем его в шарик. Затем отправляем в муку, обваливаем и выкладываем куда-нибудь на поднос. Готово. На сковородку подливаем масло. Ждем, пока нагреется, и обжариваем наши пока еще котлеты. Через пару минут переворачиваем. Еще немного обжариваем и готово. Можно сбрасывать их в кастрюлю. Для зажарки нам нужна морковка, пол луковицы и томатная паста. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковку натираем на мелкой терке. Сбрасываем их на сковородку и обжариваем. Чуть позже добавляем томатную пасту. Заливаем все это стаканом воды. Теперь все это можно поперчить и посолить. Переливаем нашу зажарку в кастрюлю. Накрываем крышкой и на медленном огне даем прокипеть. Примерно полчаса. А сейчас нужно сделать такую же гору спагетти, как и у Гринча. Для этого мы купили очень много пачек спагетти. Берем целых 4 кастрюли. Наполняем их водой и ставим на плиту. Для макарон нужно много соли, поэтому хорошо присаливаем воду. И забрасываем вариться спагетти. Когда они готовы, нужно добавить сливочное масло и перемешать. Берем вот такой круглый поднос и выкладываем целую гору из макарон. Далее идут тефтели. Поливаем спагетти оставшимся соусом. И добавляем пару листочков зелени. Все готово. По-моему, получилось очень похоже на то, что было в мультике. Фрикадельки на вкус как в детстве у бабушки, умеющей готовить бабушки. А спагетти с этим соусом в разы вкуснее, чем без него. Следующее — это какао из Симпсонов. Сделаем самое вкусное какао, похожее на горячий шоколад. Берем сотейник, открываем молоко и выливаем полбутылки. Ставим на огонь, открываем сгущенку и добавляем ровно столько, насколько сладкий напиток вы хотите. Какао-порошок зависит от состава. Смотрите по цвету, добавляйте, пока не станет таким приятно коричневым. Также нужен молочный шоколад. Ломаем полплитки на кубики и отправляем в молоко. Открываем корицу и тоже немного добавляем. Все это нужно очень хорошо перемешать. Но также для украшения нужна печенька, маршмеллоу и взбитые сливки.
Отрезаем у печеньки край, надрезаем зефирку и насаживаем ее на печенье. Берем стакан, наполняем его нашим какао. Сверху делаем шапку с помощью взбитых сливок. Вставляем печеньку с маршмеллоу. Поджигаем горелку и поджариваем маршмеллоу. Все, вкуснейшее какао готово. Это максимально вкусно. И прям то, что согреет вас в холодную погоду. Остался последний рецепт из мультика Шрек. Все же знают пряню. Так вот, его мы и будем готовить. Открываем масло и отрезаем 125 грамм. Перекладываем в миску. Поверх высыпаем 250 грамм сахарной пудры. Вилкой все это разминаем. Разбиваем 2 куриных яйца. И замешиваем вилкой до однородной массы. Берем 450 грамм муки. В нее чайную ложку разрыхлителя, 2 чайных ложки имбиря и чайная ложка корицы, а также немного соли. Открываем мед и добавляем столовую ложку в жидкую половину. Немного ванильного экстракта. И всыпаем все сухие ингредиенты. И все это замешиваем. До получения вот такого густого теста. Ставим в холодильник на час. Пока можно отдохнуть. Эх, сейчас бы поиграть в Астелию. Игра скоро запустится, и я придумал челлендж, кто быстрее прокачается до 30 уровня. Чтобы победить, не проспите запуск Астелии. Просто на своем компе или смартфоне перейдите по секретной ссылке в описании. Зарегайтесь и играйте одними из первых. Вот теперь тесто полностью готово. Отрезаем от него часть. Выкладываем на пергамент. И раскатываем. Для удобства можно присыпать мукой. Из листа А4 мы вырезали вот такой трафарет пряни. Прикладываем его к пласту теста. И с помощью ножа для пиццы обрезаем по форме. Готово. Перекладываем его с листом прямо на противень. И отправляем в духовку при 180 градусах на 20 минут. Достаем готовый пряник. И для того, чтобы сделать его ровнее, пока горячий, прижимаем его доской. А сейчас делаем глазурь. Для этого берем всего одно яйцо. Разбиваем его, нам нужен только белок. Берем миксер и хорошо взбиваем. Через пару минут открываем сахарную пудру и всыпаем 130 грамм. Взбиваем дальше. Все это превращается в очень густую глазурь. Но на пряник глазурь разноцветная, поэтому мы берем красители. У нас только голубой и розовый. Для пуговок нужен фиолетовый. Поэтому открываем и смешиваем эти два цвета. Добавляем чайную ложку глазури. И в результате получаем фиолетовый цвет. То же самое делаем и с красителями по отдельности. Получаем розовую глазурь и голубую. Все уже готово, теперь нужны zip-пакеты. Наполняем каждый пакет отдельным цветом. Отрезаем уголки и начинаем рисовать. Сначала глаза. Затем руки. То же самое на ногах. И выше вот такие полоски. Также длинная кривая возле пояса. Фиолетовой глазурью рисуем 2 пуговицы. Голубым делаем брови. И красным губы. Ждем, пока подсохнет, и наш пряник полностью готов. По-моему, получилось отлично. Печенье очень вкусное и неприторное, поэтому обязательно повторяйте. Также готовьте любое блюдо из этого видео и выкладывайте в инстаграм с хэштегом Vanzai. Самые красивые фотки пролайкаю и добавлю к себе в сторис. Также подписывайтесь на инстаграм и на канал. Всем пока!